Здравствуйте! Сегодня с вами снова я, Рина Преображенская, и мой подкаст «Окно». Окно в новые смыслы нашей жизни и себя, конечно же. И я надеюсь, что сегодняшний разговор будет для вас полезен. По крайней мере, я на это рассчитываю. Я всегда рада приходить сюда для нашего разговора, но сегодня тема, которая постучалась, не совсем, не то что не совсем, а совсем не веселая, потому что сегодня я хочу поговорить о том, что наблюдаю в жизни, о той бесчувственности в отношениях между людьми, особенно у молодежи. Ну и, конечно, в отношениях взрослых к своим детям. То есть это такая большая тема, которую, наверное, я начну. Потому что за один эфир, конечно, тут не расскажешь всего. Но я сделаю хотя бы шаг в этом направлении, чтобы уже наконец-то поднять этот вопрос. Так вот, откровенно говоря, мне, наблюдая вот то, что сейчас происходит, просто страшно. Я вам честно говорю. Я вижу, как этот мир захлебывается от холода. Люди не слушают друг друга, не слышат и не хотят услышать. Вот это страшно вообще. Понятно, у всех свои вопросы, у всех свои истории, это все понятно, но такое ощущение, что при массовых походах за помощью к разным специалистам ничего не меняется. Я не знаю, как говорится, кто и что там прорабатывает. Но такое ощущение, что вот этот мировой холодильник, вот по моим ощущениям, как будто вот он только усугубляется. Вообще импульсом к этому разговору стала давнишняя история, которую я прожила очень много лет назад. В свое время я жила на малой родине и периодически ходила в общественную баню. Бани я очень люблю. Это моя особая любовь, но мы сейчас не об этом говорим. Так вот, один раз я пришла в такую общественную баню, самую обыкновенную, и стала свидетелем, как в парилку мама привела мальчика, своего сына. Мальчишке года 3-4, наверное, было. И вот она начала его отчаянно парить. Вот реально отчаянно парить. И то, что стало происходить потом, мне стало напоминать какой-то сумасшедший дом. Потому что ребенок сразу с самого начала начал кричать. Он очень сильно кричал. Причем он не просто кричал вот там что-то, просто кричал, как говорится. А он кричал прям: «Мама, мне больно, пожалуйста, не надо». Я не знаю, я вот сейчас даже вспоминаю, я вся вот в мурашках, потому что это было просто неимоверное зрелище, просто страшное. И женщина ничего не слышит. Вот мне кажется, Господи, чем запечатано ее сердце, ее уши. Это не, как говорится, не та история, о которой сейчас нужно разговаривать. Но мне стало реально страшно. Она ничего не слушала, не слышала и не хотела слышать. Вот она фигачила этим веником, приговаривая только одно, что типа вот для здоровья это надо, вот терпи, ты мужик. Я вот так смотрю, Господи, у меня, естественно, был сразу этот импульс остановить ее, сказать ей: вы что делаете, Господи, ребенок тут орет в истерике, да остановитесь вы уже. Не знаю, вот я сразу себя поставила на место этого мальчишки. Мне кажется, после такого парения никогда в жизни в эту баню, по крайней мере во взрослом возрасте, точно не подойдешь. А я вижу, вот она не слышит. Если, я думаю, она собственного ребенка, выношенного, любимого не слышит, то, Господи, я тут вообще посторонний человек, да она меня пошлет и все.
И все молчали. Он кричал на всю баню. Ну, вроде бы как мать, никто не лезет. И вот это было не один раз. Я вот смотрю на мальчишку, я не знаю, у меня сердце кровью обливалось. Господи, мне его было вот так жалко, вот вы не представляете. И потом, когда я вышла в предбанник, я увидела, что он уже там сидел, она его помыла, вынесла. Вот. И через какое-то время она тоже вышла. И первое, что он ей сказал, он стал на нее прям вот взахлеб. Ты меня, как же он сказал, ты мне сделала больно, я не хочу. Зачем ты это сделал? Он прям реально ей вот такими словами говорил. А она вот что слышит, что... Ну, ничего она не слышит. Она вот как одевалась, так и одевается. Причем женщина молодая, вот видно, что, как сказать, ну, нормальная. Видно, что семья нормальная. Это же как-то бросается в глаза. Благополучная, неблагополучная. Но здесь все вроде бы как на местах, все нормально. Психически нормальная. Ну, я к тому, что это, в принципе, наверное, уже какая-то норма в жизни стала. Такое подобное отношение к детям, потому что и потом я наблюдала похожие ситуации, только, конечно, с другими моментами. Вот. И после этого случая во мне вот эта засела тема. А так как я вовремя не высказалась, то мне прям хотелось куда-то это выгрузить. Я написала заметку. Назвала ее «Учитесь слушать и слышать своих детей». И отнесла в местную газету «Горняцкая правда». Объяснила ситуацию, все объяснила. Мне говорят, да, хорошо, давайте, конечно. И когда я получила газету и открыла ее, у меня был просто ступор, когда я увидела, что мою заметку, в которой я разговаривала со взрослыми людьми, с родителями о том, что нужно менять отношение к своим детям, я им так и написала, что если вы ничего не измените, не будете учиться слушать и слышать своих детей, то тогда не удивляйтесь, что пройдут годы, и уже ваши дети не будут вас слушать и слышать. И эту заметку разместили в рубрике «Поговорим о воспитании детей». Я тогда так расстроилась, конечно, и просто, не знаю, для меня это было... Я очень расстроилась. И потом, когда в следующий раз я пришла в баню, я стала свидетелем, как женщины обсуждали эту заметку. И многие сказали, что ерунду я какую-то написала. Ну, понятно, я не сказала, кто я, что это я написала. Естественно, я просто слушала. Ну, так вот, я еще потом больше расстроилась, потому что меня никто не понял. Меня никто не понял. Я не слышала ни одного мнения, которое бы было созвучно моему. И потом дальше в жизни были другие истории, не менее лично для меня печальные. Например, вот у меня дочка пришла, старшая как-то, и рассказывала такую историю. Она была у одноклассницы дома, и они стали свидетелями, как их одноклассница, живущая по соседству, пришла домой и реально там стучала, долбила в свои двери. Она очень долго стучала, она очень долго долбила. Причем девочка хорошо училась, семья очень, она не просто была очень благополучная, там, как у нас принято говорить, ну, с моральной точки зрения. А это была такая семья очень, так скажем, материально хорошо живущая. Там мама могла позволить себе не работать. Вот. Ну, все хорошо, тоже все хорошо. И вот мама, короче говоря, это была всегда дома с младшей дочкой. Вот. И старшая пришла со школы. И вот моя Лия мне рассказывала, как
они услышали, как вот эта девочка постоянно стучит. Почему они узнали? Потому что они вышли в подъезд посмотреть, в чем дело. Ну, грохот стоял на весь подъезд. Так вот, ну как грохот, стук. Вот. И потом оказалось, и она не уходила, она около двери стояла, потому что у нее не было ключей. Она хотела есть, ей предложили зайти, она говорит, нет, мне нельзя. И она стояла у дверей, периодически стуча в дверь. И каково же было удивление потом у Лии, о котором она рассказала. Оказалось, что мама была дома. Оказалось, что мама была дома. Выяснилось это, потому что соседи стали звонить ей на телефон. И оказалось, что она была дома. Потом она вышла через какое-то время. Прошло, Лия говорит, больше 2 часов точно. Она вышла из квартиры и очень демонстративно забрала свою старшую дочь, объяснив это тем, что она кормила свою младшую дочь и занималась своими делами. Вот в тот момент, когда она постучала, она ее кормила. Она не считала нужным встать и открыть старшей дочери дверь, потому что она же знает, что я кормлю сестру. Вот пусть стоит вот и уважает, так скажем, мой труд. Ой, мамочки мои, Господи, за что же это творится? Вот. И потом эта девочка, вот, которая стучала и ждала, пока мать ей откроет, она поэтому и не уходила, потому что она знала, что мама-то дома. Она у Лии спрашивала, когда как-то стала свидетелем ее разговора со мной, у нас состоялся самый обыкновенный разговор, как мы обычно разговаривали. И Лия потом говорит, что она спросила у нее, скажи, пожалуйста, что ты делаешь, чтобы мама с тобой так разговаривала, так тепло и вот. Лия растерялась. Она говорит, ничего не делаю, мы просто так, живем, так разговариваем. Она говорит, ты же что-то делаешь, чтобы мама с тобой вот именно так разговаривала. Вы представляете, что у ребенка в сердце и в голове происходит постоянно? Какое напряжение и какой стресс. Это страшно. Это реально страшно. Вот это такие истории, которые запали в душу и вот никак не могут оттуда выйти. И когда я услышала вот эти истории, там их было еще много. Вот эта девочка, она периодически у Лии все время спрашивала, какими словами можно с мамой разговаривать, чтобы мама добрее стала. В общем, грустно очень. Вот. И вот эти истории запали мне в душу, и я, понятно, не называя имен, я все хотела пойти в школу, помню. Пойти в школу на родительское собрание, что-то сказать родителям. Но, в общем, я поняла, что это будет бесполезно, точно так же, как с той мамой в бане. И поэтому я, конечно же, никуда не пошла. И сейчас понимаю, что я правильно сделала. Вот. Потому что эта печальная история всегда произрастает, понятно, изнутри. И все это начинается в семьях. Не знаю, можно ли изменить что-то в семьях, которые уже построены вот по такой модели холода и льда друг к другу. И потом
эти дети вырастают, создают свои семьи. И вот сейчас вот я еще раз говорю, вот я за молодежью наблюдаю и вижу вот повсеместно вот это вот отношение. Слава Богу, не все, не все. Слава тебе, Господи. Но большинство именно так относится к окружающим людям. Не слушают, и не хотят, и не пытаются, ну потому что это вот уже заложено. Как норма заложена вот это вот ледяное отношение ко всем. Да, конечно же, в сердце каждого человека есть какая-то своя история. Я уверена, там есть и любовь, и боль, там все есть, но это так запечатано, за такими печатями, что уже, наверное, и не достать. Но не о них, наверное, сегодня речь. Увы, конечно, вряд ли они меня услышат и будут слушать каким-то образом. Сегодня я стучусь к тем, кто услышит меня, к тем, кто, да, возможно, узнает вот в этих историях себя. И я здесь использую вот эту возможность сказать вам: остановитесь, остановитесь, дорогие родители, потому что это очень страшно, когда в отношениях с детьми и между собой тоже так много вот этого холода и нежелания слушать и слышать друг друга. Жизнь вместе создается каждый день. И поэтому, если вы на сегодняшний день чувствуете, что в вашей жизни больше вот именно такого отношения, то, конечно же, меняйте. Меняйте, потому что иначе будет точно поздно. А это поздно не за горами, учитывая наши реалии. Вот с такой темой я сегодня решила к вам прийти, потому что когда-то я должна была начать говорить на эту тему. И я рада, что я наконец-то сделала хоть какой-то шаг. Если у вас будет желание обсудить, поделиться со мной своим мнением или поделиться дальше, то, конечно же, я буду только рада, потому что мне это действительно важно. Желаю вам всего доброго, желаю вам спокойствия, тепла в ваших сердцах, в ваших семьях, в ваших домах. Это же здорово, когда дом теплый, правда? Здорово, когда тепло и внутри, и за общим столом. Все, друзья, всем всего самого доброго. До свидания. До новых встреч.